Всем привет! Сегодня я планирую оказаться на матче квалификации Лиги Чемпионов Олимпия Любляна, Кайрат Алмата, Казахстан. Сейчас я нахожусь в Турции, в Алании. Сейчас час ночи, и меня ждет просто какая-то сумасшедшая дорога. Но вы знаете, меня не останавливают трудности. Поехали со мной, сейчас все покажу. Из Алании на групповом трансфере, который ездит и всех собирает, за 14 евро я добрался до аэропорта Анталии. Почему парень с рюкзаком Динамо Дрезден в футболке Месси? Вот о чем я думаю. Я давно не видел прям такого конвейера в зоне безопасности. Обычно лента поцивильнее выглядит. Вот прям как грузовой терминал какой-то. Но я где-то смотрел, что вроде аэропорт Анталии там чуть ли не в топе самых посещаемых аэропортов в мире. Это такая радость путешествовать без чемодана, который надо сдавать. Не приходится стоять в этих всех очередях. Хотя я выехал из дома месяц назад, но я все это время все еще с одним рюкзаком путешествую. И мне хватает. Мне много не надо. А вот паспортные контроли я не очень люблю. Когда-то я думаю, что они вообще исчезнут. Но с вылетом с Турции, я думаю, проблем возникнуть не должно. Двойной security чек. Первый был просто, чтобы зайти на территорию аэропорта. А этот уже после паспортного контроля посерьезнее будет. До рейса еще есть время, так что можно показывать скачать бизнес-лаунж. То был элит-лаунж, а мне оказывается в комфорт-лаунж. Получается, до элит пока не дорос. Ну ничего, работаем дальше. Ну, нормально. Можно перекусить чуть-чуть на дорожку, что-то выпить, посидеть, отдохнуть. Так это все выглядит. Ну, меню скромное, но лучше, чем ничего. Почему русскоязычные люди узнают о номере гейта за час 15, а англоязычные за 75 минут? Не видите ли вы в этом какой-то дискриминации? Ну, кстати, объявление всего на 2 языках, что как бы намекает на целевую аудиторию аэропорта Анталии. Даже табло рейсов на русском языке. Догадываетесь, куда я лечу? В минеральные воды есть прямой рейс, а в Любляну нет, так что у меня будет маршрут со звездочкой. В этой части лаунжа прям атмосфера турецкого отеля. Ну и вид на аэропортную суету, которая, правда, в это время еще нет. Для начала я полечу в Вену. Самолетов в Анталии, очень много. С Анэкспрессом, кстати, я лечу, по-моему, впервые. Но сотрудники авиакомпании очень внимательно проверяли мои документы. Ну, искали повод не посадить на рейс, но у меня с ними полный порядок. Но он прям бегал, советовался с другими специалистами. Ну, ливрея красивая, кстати. Европа встречает дождем. Я на австрийской земле, но надолго задерживаться не планирую. Сразу хочу ехать на центральную же дистанцию. Из Анталии в Вену я долетел за 65 евро. Но были варианты по 52. Был какой-то экспресс до города за 15 евро, но я вроде купил на обычную электричку за 4,90. Ну, есть же разница. Надеюсь, это оно. Но я же мастер спорта по передвижениям. Как для обычной электрички, выглядит очень достойно. Проконсультировался со своим travel-экспертом, ChatGPT, говорит, да, свободная страна, можешь уезжать с аэропорта как за 5 евро, так и за 15, и оно плюс-минус одно и то же. Ну и вот я уже в центре. До центрального вокзала надо было сделать пересадку и проехать пару минут на другой электричке, но я хотел прогуляться полчасика по Вене, но что-то какая-то погода не гулябельная. Приезжаешь в Европу, тут сразу пешеходный переход радугой. Смотришь направо, флаг радуги. Ну, хочется верить, что это просто потому, что Европа для веселых, жизнерадостных людей. Ладно, поехать я всегда успею. Вот мне еще этот трамвай подходит. А полчасика прогуляться даже под дождиком еще, мне кажется, никого не растаяло. Я еще увидел по карте, что по дороге что-то типа королевских садов есть, сады Бельведера. Но я догадывался, что может оно платное, но походу да, видимо, только на забор я бесплатно посмотрю, насквозь пройти не получится. Думаю, так можно и описать Вену. С одной стороны что-то старое, с другой стороны что-то новое. Вот идеальное описание.
Специально заглянул внутрь новой застройки. Вот у нас бы, я думаю, еще по центру бы какую-то башню всадили. Ну, а чего месту пропадать? А тут нет, оставили для общественного пространства. Но после 2 недель на турецких берегах прям очень контрастно. Что по погоде, что по атмосфере, архитектуре, людям. И сразу такой думаешь: о, руфтоп-бар интересный, надо будет заглянуть. О, собор вдали виднеется, надо будет заглянуть. Но это как-нибудь в другой раз, когда больше времени будет в Вене. Миссия была наесться в лаунже так, чтобы в следующий раз поесть уже на стадионе, но, видимо, я ее провалил. Заглянем в местный супермаркет. Мне кажется, парочка свежих вкусных круассанов по 69 центов никогда не ошибка. Центральный ЖД вокзал Вены, но мне не совсем сюда. Мелочь, конечно, такое открытое колесо эскалатора, но смотрится круто. Вид на Венский железнодорожный вокзал снаружи, это, как я понимаю, центральный вход. Ну так, туристично достаточно. Я на автостанции. Многие уже научились летать с пересадками, но с Анталии в Любляну был какой-то дорогой рейс за 200 с чем-то евро, тоже с пересадкой, не прямой и с тупой пересадкой, но это легко. А мастер спорта по путешествиям понимает, что можно прилететь вообще в другую страну за 65 евро и сесть на Flixbus за 35 евро и доехать до той же Любляны за, считайте, 90 евро. 100 евро вместо 210 минимум. И при этом еще погулять по Вене и посетить дополнительно страну. Но я тут уже был, но все равно в этом году еще не был. И получить больше впечатлений. Надо думать гибко. 110 евро за чуть-чуть подумать. Нормально, да? Я-то как-то из Берлина можно было улететь за 180 евро в Милан. Я за 10 евро доехал из Берлина в Прагу и улетел за 30 евро с Праги. То есть всего за 40-140 евро экономии. Плюс еще провел приятный вечерок в Праге тогда. Надо смотреть аэропорты недалеко и потом ехать на автобусе, если что. Прибыл мой Flixbus. Вообще он и в Италию едет, но мне пока до Любляны. Я давно был в Вене, надо будет как-то заехать и все-таки основательно тут погулять по городу. Добро пожаловать в Любляну! Залезничка пустая. Ну, мне чего-то это напоминает, знаете, наши вокзалы. Такой стиль. Тут нас встречает такой гордый Рудольф Майстер. Знаете, кто это? Ну, я, кстати, тоже не знаю. Попробуем местную кухню. Ну, я думал национальное что-то взять, но пока поедим что-то более традиционное. Что-то так жареного сыра захотелось. Давно такое не ел. Но выглядит аппетитненько, за кусок сыра. Я, кстати, чаще всего приезжаю в город без какого-то забронированного жилья. Вот я сейчас сидел, ел и искал, где я сегодня буду ночевать. Ну, вот такой вот я чайный чек. Нет, ну я предварительно смотрю, что, типа, есть куча разных вариантов. Там, по ходу, разберусь. Ну и нет, это не тот отель, в котором я буду спать. Заглянул в Lidl, а тут Лука Дончич. Ну, наверное, это самый успешный словенский спортсмен в истории. Звезда НБА. Талантливый баскетболист. Я ушел из центра. В центр, наверное, пойду завтра. Но посмотрите, такая вот аутентичная Любляна. Смотрите, там облака прямо наседают на горы. Это вокруг города очень красиво. Не знаю, найду ли я ракурс красивее. Пока держите вот этот. Музей истории компьютеров. Ну, в такое бы я сходил, но он что-то эти дни закрыт. Представляете вообще, насколько компьютеры, вычислительные машины, телефоны изменили нашу жизнь? Ну, это что-то невообразимое. Не люблю много платить за жилье. Нашел какой-то капсульный хостел, 50 евро за 2 дня. Ну, вы знаете, я недавно в аэропорту вообще на подоконнике спал, так что сейчас зайдем потестим. Просто вводите код, который вам прислали в сообщении. Заходите. Люблю, когда нет, знаете, лишней коммуникации, кого-то ждать надо. На входе общая коворкинг-зона. Заходишь, а у тебя тут такая капсула для сна. Ну, а что мне еще надо? Меня вполне устраивает. До стадиона час пешком, можно на общественном транспорте где-то евро, но 8 евро час самоката, ну, безлимитное количество поездок. Ну, это же кайф покататься на самокате. На подъездах к стадиону уже виднеется творчество фанатов. Я, как и планировал, двигаюсь вот так вот. Тут везде велодорожки. Ну и вот уже люди с шарфиками, в футболках двигаются к стадиону. Вон виднеются горы, а это, как я понимаю, мультиспортивная арена. Ну, как
с другого мира какого-то, как будто бы протасы со StarCraft'а строили. 16 числа в Любляне начинается чемпионат Европы по волейболу. Как я понимаю, наверное, он будет проходить именно тут, но я не уверен. И говорят, что сборная Украины по волейболу сейчас в полном порядке. Будем в них верить. Я думаю, что тут играет Олимпия из Любляны в баскетбол. Тоже, кстати, мощный клуб на европейском уровне. Посмотрите, как красиво. Вон виднеются горы. А тут вот смотрим направо, и это уже виднеется стадион Олимпии из Любляны. А еще правее вот этот мультиспортивный комплекс. И люди бегают. Вот, по идее, мой вход. Но посмотрите, как это круто. Стадион ниже уровня земли вот в этой части. И видите, просто у стадиона зеленая крыша. Ну, это очень-очень классно, мне нравится. Я даже пойду, наверное, попробую стадион по кругу обойти, а не сразу заходить. И в целом у Олимпии зеленые цвета. Но я думаю, внутри это будет ярче и красивее, а я люблю зеленый цвет. В общем, такой очень зеленый стадион. Слушайте, а может можно было не платить за билет и просто посмотреть матч вот отсюда? Да, ну, кстати, да, посмотрите, темка работает. Это уже... То есть, видите, тут сегодня никто не заходит, этот вход и трибуна закрыта, и отсюда все видно. Можно было бы так сделать. Но, знаете, я люблю на трибуне, а не за. Но просто интересное открытие. 45 минут до старта, я сегодня даже не опаздываю, удивительно. Есть живая билетная касса, и я думаю, что даже есть билеты еще в продаже. Собрание фанатов перед матчем у центрального входа. Так стадион выглядит снаружи, это его, кстати, центральная сторона. Посмотрите, кто тут замечен. Человек в форме Интера на матче Олимпии из Любляны. Бывает. Приехал бургер-мобиль и всех кормит. Хот-дог 5 евро. Пиво наливают в брендированных стаканах Олимпии, как я понимаю. Ну и в принципе очередь не сильно большая, в отличие от многих матчей. У входа продают атрибутику. Символ клуба это дракон, и это, видите, дракончик для самых маленьких. А вот там вот виднеется дракон побольше. Вон она, эмблема Олимпии с драконом. Ну вообще зеленый цвет, я уже говорил, мне нравится. Я, наверное, не раз это повторю сегодня. Брендированная клубная машина с драконом. Ну это как из «Властелина колец» какого-то. Такое импровизированное развлечение для будущей надежды Олимпии. Вот тут хорошо видно, что крыша зеленая, а спуск ниже уровня земли. У них, смотрю, популярны дома с необычными крышами. Видите, там какие-то треугольники. Вот тут вот тоже такая треугольная крыша. Ну, смотрится необычно, но получается не полностью используется пространство. У меня сегодня сторона ближе к випам, и это, видимо, вип-парковка Любляны. Я, как и говорил, обошел стадион полностью по кругу. И слышу, там внутри играет Imagine Dragons. Недавно был на их концерте. Есть выпуск оттуда, если интересно, после этого посмотрите. Полчаса до матча, пора прыгать в очередь, которая образовалась за время моего круга почета. Никакой проверки имен, легкий security чек, и я внутри. Мой 95-й стадион в 21-й стране. Ну, это реально. Подходим к чаше стадиона. Билет на эту игру стоил мне аж 12 евро. Ну, приятно, да, по таким ценам ходить на футбол. И это места на VIP-стороне. Тут рядом ложи, все такое. Ну, 12 евро, по-моему, любое место, кроме VIP, стоило на этом стадионе. Но я почему-то решил взять тут, а не вот там через дорогу. Ну, посмотрим. Классно. Мне стадиончик очень нравится. Такой маленький, уютный. По-моему, 16 тысяч. Но зачем в Любляне больше? Стадион называется Стожице. Построили его в 2010 году. Так что такое, ну, свежак, в принципе, относительно. По сравнению с итальянскими стадионами особенно. Сегодня в гостях Кайрат из Алматы. С одной стороны, это очень далеко, с другой стороны, много казахов живет в Европе. Я даже думал взять себе билет на гостевую трибуну Кайрата. На сайте Любляны было написано «Связывайтесь с Кайратом». Я зашел на сайт Кайрата, там 0 информации о гостевой трибуне Кайрата. И, видимо, ее просто сегодня не будет. Ну, не стали организовывать, видимо, не было достаточного количества желающих. В желтом это, наверное, ребята из пресс-пула Кайрата. Разминаются игроки Кайрата. Кайрат — это действующий чемпион Казахстана. Но неплохие результаты.
Вон уже включилась трибуна Ультрас Олимпии. Это еще 20 минут до матча. На весь стадион один парень в желтой футболке. Может, это и есть фан-сектор Кайрата, и это единственный их фанат, который доехал. Хочется пойти к нему присоединиться, его поддержать. Посмотрите, он даже флаг Кайрата поднял. Но вот это парень молодец. Один за всех. По трибуночке стадиона. Я пытаюсь как-то попасть к одинокому фанату Кайрата. Объявляют состав Кайрата, но мне к нему никак не пройти. Видите, я думал, что может можно будет, но тут стюард стоит, все закрыто, не прорваться, а жаль. Есть специально подготовленное место, если удалят тренера Кайрата, чтобы он пришел и сюда сел. Объявляют состав Олимпии. Здесь все с фотографиями, с анимацией игроков. Кричат их фамилии. Зеленые драконы. Это, наверное, какой-то легендарный фан Олимпии. Во-первых, он в зипе. Во-вторых, смотрите, ну форма, трещотка. Поддержка мальчиков. Поддержка мужчины. Не, ну прям, я не знаю даже, может некрасиво было бы к нему пойти, потому что так он единственный, а так, ну, я незаслуженно бы забрал себе его славу. Ну, он легенда. Я бы взял у него интервью. О, он даже с плакатом подготовленным приехал. Он наш герой. Команды появляются на поле. Ну, фаворит сегодня Олимпия, скрывать не буду. Но вы знаете, казаки умеют делать маленькое чудо. Поют гимн Олимпии. Нормально, кстати. Я чуть-чуть понимаю славянский, мне кажется. Ну, нормально, с флагами, с песнями. Такой футбол я люблю. За таким футболом я скучал. Она подошла, сразу поздоровалась со своими фанатами. Олимпия начала матч. Погнали. У фаната Кайрата персональная фотосессия от клубного фотографа. Ну, заслужил. Справедливо. Тут тоже фотосессия. Судя по отборному русскому мату, который я услышал, со мной на трибуне присутствует еще один очень эмоциональный фанат Кайрата, но не в клубных цветах. Мяч побывал в воротах Кайрата, но уже после офсайда. И тут доносятся крики «Кайрат чемпион». То есть у нас есть фанаты Кайрата, такая, знаете, кайратское подполье, но без клубных цветов. Ну, слушайте, на домашней трибуне, может, оно и к лучшему. Первый тайм закончили 0-0, но Кайрат молодец, хорошо держится. В перерыве сразу же начинают играть Under, Imagine Dragons, но если Олимпия — это зеленые драконы, кто еще должен играть у них в перерыве? А небо? А какое сегодня небо, посмотрите, над стадионом? Ну, не кайф ли это? Посмотрите, подняли шарфики, поем песню про Любляну. Ну, мне такое нравится, душевненько. Во втором тайме, как вы понимаете, поддержки меньше не стало, а даже больше. У меня тут тренер Кайрата, кстати, на связи, так что если надо, на будущее можете передавать какие-то советы. Кайрат забивает гол. Хороший выход. Ну, в общем, этот парень не зря приехал уже. 0-1 в пользу Кайрата. Я, кстати, не помню, на этой стадии квалификации есть ВАР или нет. Еще что-то пока ждут, что ли. Замена сразу у Олимпии. Все, гол засчитан. Кайрат впереди. Это что такое? Фанаты Олимпии решили пообщаться с фанатом Кайрата. А теперь уже забивает Олимпия. Счет становится 1-1.
Зеленая радость. У фанатов Олимпии еще и зеленые флажки нашлись. Массовые. Прям ходят, попкорн разносят по трибунам. Можно картой заплатить. У Любляны специальная девушка, которая разносит воду игрокам. Помните, фильм был «Разносчик воды»? Тренер только что получил желтую карточку. Вода роздана, вода собрана. Все под контролем. Матч закончили 1-1. Футболисты Кайрата пошли благодарить своего единственного фаната на гостевом секторе. Ну, футболисты молодцы, об этом поговорим чуть позже. Но то, что невозможно купить билеты на гостевой, это проблема. Я мастер спорта по покупке билетов, и я не смог. Но это, наверное, надо было писать администрации клуба или что. Я не знаю, как парню удалось. Опции такой не было. И я на трибуне видел других фанатов Кайрата. Я уверен, они бы тоже рады были бы оказаться в гостевом секторе, но, видимо, просто банально не было такой возможности. Это неправильно. Не так часто Кайрат играет в Европе. Могли бы как-то подсуетиться и продать туда билеты, раздать, я не знаю. Но должна быть гостевая у клуба. Ну и футболисты Олимпии пошли к своим фанатам. Они все равно поддерживают свой клуб. Хотя для Олимпии это ничья, это ближе к поражению. Но фанаты любят свой клуб вне зависимости от результата. Футболисты Кайрата уходят по трибунку. И я вам скажу, что это ничья, это плюс Кайрату. Потому что Олимпию ждет выезд. А выезд в Казахстан — это не выезд Милана в Монцу там или на Комо, когда, знаете, за угол. Это Олимпии придется лететь 1000 километров, оказаться в непривычном для них климате. В общем, это вот выезд, который действительно имеет негативный фактор гостевого поля для тех, кто выезжает. Поэтому, конечно, Кайрат значительно увеличил свои шансы на проход в следующий этап. Вот один из активных фанатов Кайрата, который, думаю, рад был бы оказаться на гостевой. Тут они боролись за свой клуб с местными фанатами. Но была поддержка у Кайрата, причем активная. А вот фанат Олимпии. Все еще со своими. Почти пустой стадион Стоича. Уже в четверг, то есть послезавтра, на это же поле домашнее для себя выйдет донецкий Шахтер играть против финнов. Пожелаем ему удачи. Ну и, собственно, я планирую остаться на этот матч. Довольно я на своем 95-м стадионе. Еще немного вечерних гор на окраинах Любляны для вас. Это вот выход со стадиона. Конечно, вот эта верхняя часть стадиона могла бы быть и поухоженнее чуть-чуть. Еще творчество от Ультрас Олимпии. С матча «Зеленых драконов» буду уезжать на зеленом самокате. Самокат — это прекрасно. Зеленый самокат привез меня в зеленый бурек Олимпия. Видите, тут зеленый цвет в фаворе в Любляне. 4,6 рейтинг, как был у забегаловочки. За 3,50 мне выдали сырный бурек, но на самом деле он с творогом. Но это, видимо, национальный пирог какой-то, потому что они тут везде. Ну и обещали, что это очень вкусно. Нормально, тут стоит автомат с йогуртами. Я первый раз вижу, чтобы йогурты продавались в автомате вот так вот. Скоро все автоматизируется. В Любляне сейчас проходит, кажется, чемпионат по водному полу до 16 лет, чемпионат Европы. Смотрите, какой тут автобус возле меня стоит. А с другой стороны написано Waterpolo Ukraine. Завтра свободный день, поеду гулять в центр Любляны, изучу город. Конечно же, буду это все для вас снимать. Послезавтра Шахтер Донецк, Ильвес, Финляндия. Я думаю, что объединим это в один выпуск. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И лайкайте, раз досмотрели. Я, между прочим, иду не отдыхать. Я иду монтировать вам выпуск, чтобы все было свежее, по-горячему, быстрее, сразу после матча.